Что мы делаем дальше? Наши штанишки практически готовы. Значит, теперь наша задача подготовить резиночку, которую мы будем использовать, нашу записочку, где указаны наши мерки, линейка, карандаш и калькулятор. Потому как мы будем сейчас... Я уже знаю, какой ширины резинка должна быть у меня, поскольку я замерила на своем заказчике. Она несколько сильнее растянута, чем те расчеты, которые я сделала, но я приняла решение все равно делать так, как рассчитала я по формуле, потому что резинка долго не прослужит. Она слишком растянется, он слишком затягивает очень туго, ему будет некомфортно. Через час носки он взвоет. Поэтому я сделаю по-своему, это уже не первый раз. Вот, я практически так всегда поступаю с этим заказчиком. Вот, он всегда хочет очень туго, а потом приходит и говорит: ой, вот это самый раз, вот это самый раз. Значит, все. С чего мы начнем? Давайте определимся по низу наших брючек и оформим низ наших брючек. Замеряем. У меня здесь 19,5. Обращаемся к нашим меркам. На своем заказчике или муже, или сыне, кому вы шьете, или себе, если это женские штанишки, обмеряете ножку в области косточки внизу. В том случае, если у вас, как и у меня, штаны будут на манжете. Вот. Если они будут прямыми, вы сейчас просто подгибаете низ на ту подгибку, которую вы отложили в крое, и оформляете штанишки, просто вот красиво подогнув низ. Вот, наши штанишки уже тогда будут оформлены по низу. Прострочили строчечку, отделочную строчечку чуть ниже. Все. На расстоянии 2,5 сантиметров пристрачиваете подгибку и делаете отделочную строчку ниже этой подгибки. Это понятно. В моем случае будет присутствовать манжетик. Значит, я обмерила ногу в области косточки на ноге. Оно у меня 27 сантиметров получилось. Я замерила, что здесь 19,5. Обычно я беру рибану. Она может быть такой, может быть другой. В данном случае такая, потому что ткань у меня тонкая. Соответственно, и рибана у меня тонкая, но очень упругая. Очень упругая. Я отмеряю половину обхвата ноги внизу. Половина обхвата ноги внизу. Это 13,5 сантиметров. 13,5 сантиметров. Отмерили? Отмерили. Вот наша точечка. Теперь это вот сюда будет входить нога. Проверяю по штанине. Вот эти 13,5, что я намерила. Как они растянутся на моих штанишках? Вот. Довольно хорошо. Но я не буду давать здесь припуски на швы. И почему я ее не умножаю на коэффициент, чтобы высчитывать ее ширину? Но ведь сюда должна еще влезть мужская нога 45 размера. Вот. Поэтому я вот тупо беру обхват ноги, делю пополам и не добавляю припуски на швы. То есть от половины замера у меня уйдет еще 2 сантиметра. И на ножке будет сидеть оно комфортно, не будет растянуто. Но сюда влезет нога 45 размера, которая пройдет через этот манжетик. Можете сделать его еще уже. Можете тупо умножить на 0,8 коэффициент. Ниже не надо. Ниже не надо. 0,8, 0,85. Вот этот замер умножаете на 0,8, на 0,85. Ну вот посмотрим. 19,5, да? Умножаем на 0,8. Сколько у нас будет? 15,6 сантиметров. Мне это не годится никак. Это будет слишком широко.
Мне не надо столько. Вот. А коэффициент растяжимости у нас, ну вот если комфортно, 10 сантиметров взять и вот тянуть. 0,75, 0,70. Да, 0,75. Значит, 19,5 умножить, ну, на 0,75. Это будет 14,6. Значит, мне подходит коэффициент 0,7, потому что даже если я умножу по нашей теории, все равно это будет широковатый. Мне надо 13,5 и даже без припусков на швы. Значит, я убедилась в том, что я использую свою технологию, которую я всегда практикую в таких изделиях. Вот. И мне достаточно будет отрезать этой рибаны ровно половину обхвата ноги. И из этого расчета еще сошьется по сантиметру с каждой стороны, ну, шов, стачивание. Значит, определились с шириной. Вот она у нас 13,5 сантиметров. А какая же будет глубина, сама высота этого манжета? Я перед тем, как краила брюки, определила, что мой манжет будет 6 сантиметров. Значит, 6 сантиметров плюс припуск на шов сантиметр. Это 7. А манжет у нас сложен вдвое. У нас же по низу идет линия сгиба. Значит, 7 сантиметров умножаем на 2. Нам надо отмерить ткань 14 сантиметров для того, чтобы оформить манжет. Один манжет. Занимаемся этим. Я надеюсь, вам хорошо видно. Значит, определяю край, с которого я краю. У меня остается широкая часть на пояс. Все верно. Смотрите, 14 сантиметров вниз. Раз. 14 сантиметров вниз. Два. Проводим линию. Телефон мешает, резиночка. Проводим линию. И получаем то, что нам надо будет пришить к низу наших штанишек. Вот. Здесь мы определили, что здесь 13,5. Ну, как раз я в эту точку и вышла. Вот. Вот 13,5, но смотрите, он же у меня в сгибе. Он в сгибе. Это половина манжета. Это линия сгиба. То есть в плоскости он будет 27 сантиметров. Если вы будете по прямой рисовать, ну, давайте я по прямой нарисую, чтобы не путать вас. Хорошо. Давайте по прямой. Давайте все это переиграем, чтобы было понятно. Пожалуйста. Я прошу прощения, я просто так, как мне удобно стало работать, а лучше рассказать, как правильно. 27 сантиметров. Отмеряем. 27 сантиметров. Отмеряем. Это была моя метка. Да. Все, соединяем. Значит, мы определились. Обхват ноги 27 сантиметров мы отмерили. Вот он у нас есть. Ширину нашего манжета мы тоже определили, что и 6 сантиметров, его ширина сложена вдвое, это 12,2 сантиметра припуски на швы. Итого у нас 14 сантиметров. 14 сантиметров. Убеждаемся в правильности мерок. 27. Вот я вижу, что я скосила немножечко. Вот я вижу, что линия кривая. Вот так. Вот так. Вот. Ткань у меня сложена вдвое. Значит, у меня уже готово 2 манжета.
для брючек вырезаем, смело чикаем. У нас сюда уже учтены припуски на швы. И сюда мы рассчитали, что нам хватает этого. Нам больше не надо. Иначе манжет будет на ноге растянут, некрасив. Мы замерили и определили, что такой ширины довольно для того, чтобы пролезла мужская нога и не застряла в этом манжете. Так, раскроили. Теперь ткань сложена вдвое, 2 манжета мы сразу выкроили. Разрезаем ее. Разрезали и получили 2 манжета. Вот они, 2 наших манжетика. Помечаем изнанку на втором, потому что особенно в вечернее время отличить очень сложно. Поэтому вы знаете. Значит, манжет мы сшиваем лицом к лицу. Лицом к лицу мы сшиваем манжет между собой. Сшили. Затем швы в разутюжку. Вот так вот. Разложили. И сложили их пополам. Вот должен получиться вот такой манжет. Вот. Вот такой манжетик. Сюда влезет мужская нога. Но когда он вернется обратно, он будет плотненько сидеть и облегать ножку. Значит, манжеты мы выкроили. Теперь что касаемо пояса. Пояс мы должны сделать первое. Обращаемся к нашим меркам. У нас полуобхват талии 56. Полный обхват талии 112. Значит, нам надо проверить резинку. Нашу резиночку, я брючки пока уберу. Вот наша резинка. В моем случае очень довольно плотная резинка, хорошая. Мы договаривались, что когда кроили штанишки и рассчитывали пояс, что наша резинка будет 4 сантиметра. Вот она, 4 сантиметра. Рассчитывали мы пояс из такой математики. 4 сантиметра плюс 0,5 для того, чтобы резинка свободно там в поясе находилась, и в процессе пришивания пояса мы ее не захватили. Вот, это уже 4,5 сантиметра. И 1 сантиметр на шов. Итого 5,5. Но если мы развернем наш поясок, то нам надо ширину пояса 11 сантиметров. А длину мы сейчас определим. Значит, определяемся. Ширина 11 сантиметров. А длина, как мы ее рассчитаем? Берем линеечку, берем нашу резинку. Отмеряем 10 сантиметров. Вот, вот 10 сантиметров. И растягиваем плавно. Растягиваем до такого предела, когда вы видите, что дальше не надо, потому что уже и ткань расходится, там и резинка проявляется. Вот мне удобно 13 сантиметров. 13 сантиметров. Значит, что такое 13 сантиметров? Это надо умножить на коэффициент 0,75. Если 12 сантиметров у нас это 0,8, да, это коэффициент 0,75. Умножаем наш объем талии на коэффициент, обхват талии 112, умножаем на 0,75. Получаем, в моем случае так, 84. 112 на 0,75 это будет 84 сантиметра. Мне надо резинки 84 сантиметра. Когда я мерила эту резинку на заказчике, он захотел так плотно, что она получается 77 сантиметров, понимаете? И это надо так ее натянуть, что я даже еле удерживаю ее в руках. Я не могу такое допустить, потому что это неправильно, и человеку будет через время совершенно неудобно. Поэтому я выбираю свой вариант, отмеряю 84 сантиметра и даю 1 сантиметр на шов внахлёст. Внахлёст у меня будет полсантиметра ширина шва. Значит, 84 плюс 1 это будет 85. Меряем 85. Значит, 42,5.
Да? 42,5. Ну, хорошо, сейчас мы отмеряем 42,5. Вот я немножко на глаз не дотянула. Так, так, 42. И еще полсантиметрика вот сюда. А ну-ка. А ну-ка. Смотрим, сколько у меня. 42,6. Меня это устраивает абсолютно. Я сразу отрезаю. То есть я уже расчеты сделала. Мне уже возиться с лишней тканью совершенно не нужно. Затем я положу ее на машинке под лапочку. Вот так вот. Внахлёст, чтобы здесь получилось 0,5. И с этой стороны 0,5. И таким образом я ее очень-очень хорошо зафиксирую после того, как вошью пояс. Не сразу. Я хочу, у нас немножко переигрался фасон. Теперь мы отменяем шнурок и вставку центральную, которая будет на поясе. Должна быть на поясе. Переиграли, захотели просто резинку. Плотную резинку, без всяких шнурков, без вставок и люверсов. Хорошо, так мы и поступим. Что нам надо сделать теперь? Как нам рибану рассчитать правильно, чтобы она красиво смотрелась на нашем изделии? Ведь у нас изделие имеет свободу облегания, она же имеет запас ширины. Так вот, чтобы рибана сидела хорошо на брючках, что мы делаем? Расправляем наши брючки. Расправляем наши брючки. Ищем нашу талию. Замеряете от этого края до этого края. У меня полуобхват талии 56. Но у меня был запас на свободу облегания, поэтому мои брюки 59 имеют ширину. Ваши брюки будут иметь другую ширину. Замерили, ребятки, замерили. Вот, 59. Значит, я должна полученный результат 59 умножить на 2, чтобы получить общий объем. Когда вы его получили, вы его умножаете на 0,8, коэффициент 0,8 для рибаны. И получаете, значит, у меня 59. Это 118. Значит, надо 118 умножить на 0,8. Ой. 94,5 сантиметра. 94,5 сантиметра. Так, хорошо. Откладываем брючки в сторону. Они нам не нужны. Мы уже знаем, что нам надо рибаны 94,5 сантиметра. Это у нас будет общая ширина. Рибана у нас сложена вдвое. Если вы хотите экономить ткань, здесь угол уже отрезан, вы можете его раскладывать. Вот сейчас мы найдем 94,5 сантиметра. Значит, я замерила ширину брюк, обхват по талии, на брюках, не на талии клиента, а на брюках, умножила на коэффициент 0,8. Как правило, для пояса я всегда так делаю, только на 0,8, потому что в данном случае, в такой технологии, нам погоду делает не рибана, а резинка. А для удобства вшивания рибаны не надо ее слишком уж зауживать, чтобы потом растягивать на изделии. Не нужно. Вы комфортно ее пришьете, а уж потом ставите эту резинку, которая будет давить вашего клиента. Значит, все. Отмеряем. Это будет в моем случае 94,4, это 47,2. Ну, я возьму 47 даже. Вот эти 2 миллиметра, они все равно уйдут на линию, которую я нарисую мелом. 47. Хорошо, я взяла 47, вот пометила. Провожу я, ограничиваю длину нашего пояса. Вот, я ее ограничила. Все, я работаю в этой плоскости. Определились мы с шириной пояса. Значит, показываю наглядно. Сантиметр на шов есть.
4,5 сантиметра сюда ляжет наша резиночка. Вот, она ляжет комфортно. Ой, не оттуда отмерила. Извините, пожалуйста, Господи, Боже мой. Это неверно, это неверно. Вот, 4,5. Вот, 4,5 резиночка наша. Вот она, видите, ложится комфортно. Здесь 2 миллиметра, и здесь 2 миллиметра. И мы ее не затянем никак. Дальше. Такое же расстояние. Это у нас лицевая сторона, да? Но у нас же пояс и с изнанки будет. Значит, мы точно так же откладываем 4,5 и сантиметр. Итого у нас должно получиться 11 сантиметров. Вот они, наши 11 сантиметров. Вот. Значит, ширина нашего пояса 11 сантиметров. И состоит она из ширины резинки плюс 0,5 сантиметра на свободу и 2 швов, которые будут и с изнанки, и с лица по сантиметру. Вот таким образом мы получили 11 сантиметров ширину нашего пояса. Мы же потом его вот так вот сложим пополам. И вот так вот он будет на талии. Вырезаем. Все, мы прекрасно потрудились, математикой позанимались, то есть немножечко пошевелили наши мозги, дали им поработать. Вырезаем и, не тратя время, зашиваем. Когда вы вырезаете, ни в коем случае не держите ножницы под таким углом. Либо прямо, либо так. Иначе нижний слой ткани будет срезан на 2 мм больше, нежели верхний. Если вы вот так поставите ножницы, нижний срез будет короче верхнего. Нам это нельзя допустить. В данном случае ткань тонкая, я режу просто прямо. Если ткань очень толстая, как там трехнитка утепленная, то мы немножечко верхнее лезвие уводим на наш объект, уводя от низа, чтобы низ был вровень с верхом. Это очень важно, особенно на плотных тканях, потому что когда потом начинаешь сшивать, бывает разница даже в 3 и в 4 миллиметра. Особенно когда шьешь пальто, шубку и начинаешь неправильно кроить, такое может быть. Это, пожалуйста, учитывайте. Что касается вот этого, я просто отрезаю ненужный этот кусок. Он мне может пригодиться только на куклу. Поэтому все, это уже отработанный материал. У меня красивый ровный срез получился для другого пояса. И мы будем пришивать. Что же мы теперь делаем? Мы берем наши манжеты, берем наш пояс, складываем лицом к лицу. Вот. Лицом к лицу. И стачаем. Мы же сантиметр давали на шов притачивания, значит сантиметр стачаем. Точно так же каждый из манжетов. Лицом к лицу. Лицом к лицу. Наша задача прострочить здесь, не отрывая нить, подставить это, прострочить здесь. Не отрывая нить, прострочить здесь. Везде делаются по краям закрепки. Вынимаем из-под машинки и рассекаем ниточку, которая их соединяет. И у нас 3 готовых изделия, экономия ниток и всего. Ну что же, мы сделали свои заготовки. Заготовка пояса, заготовка манжета. Мы сшили их между собой, сложили пополам. И наша задача теперь пришить его к нашей штанине. Для этого нам надо совместить швы. Это будет ось Х, скажем так. От этого шва складываем манжет пополам, находим его центр. Затем складываем этот центр к этим швам. Совмещаем их. Находим еще один ориентир, ставим пометочку. С другой стороны поступаем точно так же, намечаем. Это ориентиры, которые облегчат нам работу, которые помогут нам правильно и ровно пришить
эти манжетики. Как мы поступаем на брючках? Брючки поворачиваем к себе шаговым швом, тот, который находится между наших ножек. Вот шаговый шов, это будет точка отсчета, старт, куда мы помещаем шов стачивания обтачки этого манжета. Его к шаговому шву. Внутрь штанины, штанина вывернута наизнанку, мы вставляем наш манжетик внутрь нашей штанинки. Берем иглу и прикрепляем его, шов стачивания манжета и шаговый шов. Закрепили. Теперь отпускаем наш манжет, он прикреплен. Нам надо определить такие же направляющие и на брючине. Почему? Ведь у нас передняя половинка уже, чем задняя, поэтому мы не можем ориентироваться на те центры, которые были бы, да, на швах соединения. Нет, конечно. Значит, вот, где мы прикрепили манжет, шаговый шов, мы сгибаем пополам нашу штанину и определяем центр. Вот он. Сделаем надсечечку или нарисуем линию, как вам удобно. Сделали. Как и на манжете, объединяем стартовую точку с центром, который мы нашли. Вот он. Выравниваем и ищем вторую точку. Вот она. Точно так же поступаем и с другой стороны. Вот наша насечка, вот наш шаговый шов. Выравниваем и с другой стороны. Точно так же. Теперь наша задача эти точечки совместить иглами для удобства шитья. Можно не совмещать, если у вас уже опыт хороший, то, как правило, достаточно только 2 точек. Вот совместить нашу насечку и совместить манжетик, центр манжета. Этого достаточно для того, чтобы сшить. Если вы не очень опытный мастер, еще пока что, совмещайте дополнительные точечки и прикрепляйте иголочками. Это позволит вам на меньшей площади работать. Так точнее будет сделана работа. Такую же процедуру мы осуществили и на поясе притачивания по талии. Вот наш шов стачивания пояса мы согнули потом пополам. Складываем точно так же пополам, потом еще раз пополам и ставим дополнительные метки. Ну вот та же самая процедура, на которую мы не будем терять время. Начинаем мы строчить с шагового шва. Поскольку он внутри, потому мы размещаем шов стачивания нашего манжета к нему, чтобы он был внутри между ножек, и его не будет видно в готовом изделии, когда человек ходит. Все. Ставим под лапку, иголочку убираем, делаем небольшую закрепочку. Перед этим высечь, я покажу здесь, высечь уголки, лишнее уплотнение, нам оно не нужно. Немножко повысекать эти уголки. Там, где на шве стачивание нашего манжетика. Точно так же можно поступить и здесь, но уже после притачивания манжета. Лишние уплотнения, которые есть, они не нужны. Мы же будем шов заворачивать. Сейчас все по порядку. Делаем небольшую закрепочку. Мы знаем, что шов притачивания у нас 1 сантиметр. Мы это определили. Все. Берем за нашу метку, за нашу иголочку, растягиваем манжетик, выравниваем вот здесь края, чтобы все наши концы сошлись, чтобы штанинка лежала ровненько. На эту ширину растягиваем манжетик и строчим шириной в 1 сантиметр. Мы закладывали 1 сантиметр. Мы не можем это игнорировать. Посмотрим, что у нас получилось. Все ли нас устраивает.
Все ли хорошо срослось. Смотрим. Для этого нам надо вывернуть нашу штанинку на лицевую сторону и убедиться, что у нас все хорошо легло. Нигде нет заломов, зажимов, нигде у нас не перекошено, все у нас идеально. Все. Значит, дальше что мы делаем? Возвращаемся на изнанку. Проверили, что у нас здесь все хорошо. Возвращаемся на изнаночку. Вот так выглядит пока что наша изнанка. Для того, чтобы с ней дальше работать, нам надо, вот посмотрите, швы на манжете усечены уже. Здесь можно показать, как бы здесь у меня еще есть расстояние, на котором я могу показать. Вот, мы уплотнение отсюда убрали. Шов будет уходить на штанишки, не на манжет. Здесь шов, там швы. Если мы все это бутербродом складываем, это получается огроменное уплотнение. Смотрим, на штаны уходит вот этот шов. Значит, нам надо вот эти лишние загибы все срезать. Они не нужны. Там, где боковой шов, где шаговый шов. Вот этот кусочек. Ну, зачем он нам здесь, чтобы это дополнительное уплотнение давал? Конечно же, не нужен. Так, высекли. Переходим к другому шву, который у нас шаговый. Точно таким же образом поступаем. Уплотнение срезаем. Часть шва верхняя остается, а то, что мы загибали, вот этот шов притачиваем, мы его удаляем. Он нам здесь не нужен. Зачем он будет нам болтаться и делать дополнительную толщину? Вот сколько мы вытащили оттуда, нам больше это не надо. Теперь мы поступаем таким образом. Не торопясь, аккуратненько. Вот штанишки перед нами. Где наш шаговый шов? Вот он, шаговый шов. Тот, который находится между ног. Мы берем, загибаем шов притачивания нашего манжета на штанишки, на штанину. И, удерживая пальчиком, подводим под лапку. Это для того, чтобы... Почему шаговый шов? Потому что мы хотим спрятать закрепочку начала строчки. Зачем нам прям на боковом шве, который самый видный, какие-то закрепки устраивать? Нам это не надо. Мы хотим отсюда. Ну вот мы так и делаем. Все. Установили лапку, выбрали ширину строчки, отделочной строчки, увеличили стежок до 3 миллиметров. Так, и я буду вот так вот, на такой ширине строчить. То есть у меня она будет где-то 0,4. Вот так вот. Вы выбираете нужную для себя. Мне такая подходит. Делаем закрепочку небольшую, не надо громоздить огромные закрепки. У нас же будет в том же самом месте еще закрепка по окончанию нашей строчки, поэтому не надо больших закрепок. Вот что получилось. Вот мы шов прикрепили, да? И у меня он не оверлочен, и мне в этом нет необходимости. Вот этот дополнительный шов, наш шов отделочный, он закрепил мне рибану. Он не даст ей дальше разрушаться. Наша задача теперь высечь то, что некрасиво лежит. То, что лишний кусок остался, да? Мы специально делали сантиметровые швы для того, чтобы когда мы загнем и свободно прострочили отделочную строчку, и она охватила все слои ткани. Все слои. Потому что, когда мы загибаем эту ткань, вот, обратите внимание, здесь очень хорошо видно, что внутренняя ткань гораздо длиннее, чем вот эта наружная. Видите, вот для того мы делаем сантиметр. Это дает нам запас, чтобы строчка захватила вот этот слой. Но вообще
финальная такая обработка любого изделия касается, вы должны сделать ревизию. То есть закончили, отутюжили, все. Вот как будто бы все. Ее можно носить. Выворачиваете наизнанку и проверяете, все ли у вас хорошо действительно. Нигде ничего там не забыли, нет. Бывают же всякие случаи. Ну вот теперь вот так вот выглядит наш шов. Вот так вот я его обрезала. Утюжком он еще поправится. Вот так это я уже обе штанинки пришила, манжеты. Вот так это выглядит с лица. И вторая штаниночка. Вот перед штанов. Да хоть зад, хоть перед. Какая, собственно, разница? Мы смотрим на ножки. Вот так вот. Это штанинки, которые еще не видели утюжка. Когда они увидят утюжок, когда пройдет влажно-тепловая обработка, у нас здесь на штанине все будет красивенько. И вот этой сборки не будет. Вот. Манжет, соответственно, тоже здесь слегка-слегка приутюжить. Его не нужно сильно давить, не надо, потому что эта ткань рибана, волокно синтетическое, которое туда добавлено, ну, тюга плавится, и она тогда растягивается и так далее, и так далее. Вот так с этой стороны, вот так с этой стороны. То есть вот это все мы утюжком, когда будем делать влажно-тепловую обработку, вот так вот реально она будет выглядеть. Манжет ровно по ножке, но он дает возможность сюда просунуть ногу 45 размера. Вот, приступаем к поясу. Мы проделали ту же самую процедуру. Мы определили центр, определили боковые линии. Вы должны понимать, что штанина задняя шире штанины передней. Значит, для того, чтобы определить боковые ориентиры для притачивания пояса, мы складываем шаговый шов, именно шов, спереди и сзади. У меня это ориентир, это гульфик. У вас здесь шов, а у меня здесь край гульфика, поскольку у меня обманка. Кстати, для того, чтобы изготовить обманку, я не объяснила, вы строчите на сантиметр от края гульфика, останавливаетесь, поворачиваете машинку на сам гульфик, обстрачиваете его, без этой штанины, конечно, только сам гульфик, обстрачиваете его, вот это и вся обработка. На лицо выворачиваете, когда строчили отделочную строчку, переходите на гульфик и делаете ее двойной. Это элементарно. Значит, мы соединяем шаговые швы между собой, соединили. И смотрите, когда мы выравниваем линию талии по переду и спинке, то получается, что у нас наметочка, вот она, уходит в сторону. Это не является, она не сидит на боковом шве, она за него уходит. Она за него уходит вот на переднюю половинку. Точно так же я просто заранее уже отмерила, чтобы не терять время. Сложила вот это все как надо. Выровняла, в общем, и вот нашла эту серединку. Точно так же 4 точки я отметила на поясе нашем. Здесь один нюанс. Естественно, высекли мы уплотнение. После пришивания пояса мы высечем уплотнение на швах, которые будут нам мешать для того, чтобы сделать отделочную строчку. Одеваем. А лучше, удобнее, если вывернуть штаны наизнанку, вставить внутрь пояс, начиная от заднего шва шагового посередине спины. Мы вставляем внутрь наших штанишек поясочек, швом стачивания пояса к заднему среднему шву. У меня здесь булавочки есть. Прикололи. Поставили на передней половинке ориентир, другой шов. У вас шов, у меня гульфик. Вот он, центральный. Совмещаем, закалываем булавочкой, иголочкой, булавочкой, как хотите.
Так, убеждаемся, что наш гульфик хорошо лежит. Нигде мы ничего не затянули. Для меня это очень важно. Вот таким образом я его лучше скалю булавочкой, чтобы он у меня не сместился. Вот так. Чтобы вот здесь не получилось вот так, понимаете? А было ровненько. Значит, беру наш центр. Вот он у меня. Сюда совмещаю. Скалываю иголочкой. Есть. Дальше мы на поясе нашли дополнительные ориентиры. Вот наш ориентир. Скалываем. Порядок. Дальше боковой ориентир вот и вот. Совмещаем, скалываем. Годится. Получилось. Вот мы вставили в штанишки пояс. Наша задача теперь, растягивая рибану, пристрочить этот пояс. Но сзади начинаем строчить этот пояс где-то на пару сантиметров. Немножечко его натяните и пару сантиметров от шва. Почему? Мы оставляем пространство для того, чтобы вдеть внутрь резинку. Шов притачивания у нас 1 сантиметр. Мы это помним. Вот. И садимся за машиночку. Начинаем с заднего шва, среднего, который у нас средний шов на штанине. Слегка подтянуть рибану, потому что она же у нас будет и дальше растягиваться. И начинаем, отступая от шва, оставляя дырочку для того, чтобы мы вставили резинку. Выбираем шов 1 сантиметр и начинаем работу. Закрепки, хорошие закрепки, поскольку мы будем вставлять резинку и эту штанину теребить, пока она будет там протягиваться, эта резинка. Значит, я пристрочила пояс, оставляя вот дырочку, которая мне позволила вставить внутрь резинку обычной булавкой, сшить резинку между собой, пока здесь кусочек был еще на улице у нас, выровнять ее здесь и теперь эту дырочку зашить, совмещая задний шов наш, средний, с швом притачивания на поясе. Все, и наглухо зашить. Резинка у меня упрочненная очень, она прочная, усиленная. Она не порвется и она не растянется в ближайшие пару-тройку лет, это точно. Это точно. Дальше я соединила ее очень крепким швом. Он не разорвется. Поэтому я смело зашиваю ее внутрь. Смотрите, пояс мы пришили. Те же действия. Высекаем там, где уплотнение внутри шва. Высекаем все уплотнения. Они нам просто не нужны. Мы же вот на брючке будем загибать. Зачем нам здесь вот такой бутерброд? Мы просто часть этой ткани высекаем вот таким образом, оставляя ее основную часть. Вот она с этой стороны. А вот с этой стороны этот шов, зачем нам такой? Не нужен. Мы его удаляем, эту толщину. Так, с этим участочком решили. Вот сколько ткани мы отсюда высекли. Точно так поступаем мы со всеми участками, где есть швы. Где есть швы. Я это сделаю за камерой. Потом мы выворачиваем штанишки. Шов на штаны, кладем под машинку и отстрачиваем отделочную строчку, растягивая, соответственно, нашу рибану, потому что она же шире нашего пояса. Подтягивая, выравнивая шов
И прокладываем отделочную строчку по всему кругу. И наши штанишки готовы. Я думаю, что я сейчас это сделаю, повысекаю за камерой, а затем покажу вам готовое изделие, уже отутюженное. И если модель позволит себя показать, то я покажу весь костюм, одетый на том человеке, которому он предназначен, для которого он создавался. Шов, отделочную строчку пришили, здесь облагородили, все лишнее срезали, что не надо. Если у вас здесь обработано оверлоком, то просто остается обработано оверлоком. У меня без оверлока, потому что ткань позволяет. Встретимся, когда штанишки будут отутюжены. Вот и закончены наши брючки. Я провела влажно-тепловую обработку. Теперь наши карманчики вот какие гладенькие, красивенькие. Это будет в носке, поскольку наш клиент любит очень тугую резинку. Это будет вот так. То есть все у нас получилось красиво, идеально, изнаночка, просто песня. Выворачиваем на лицо. У меня появился прекрасный шанс. Наша модель согласилась отснять видео, где он продемонстрирует весь костюм на себе, но для этого он должен найти свободное время. Поэтому наберемся терпения. Я сниму и непременно вам покажу. Вот так выглядят наши штанишки. Вот они, красавцы. Все идеально. Со спиночки точно так же. Все красиво. Все швы. Внутренние швы. У нас все удалось. Все получилось. И вот наши манжетики. Вот они. Хоть так, хоть на руку. У нас все прекрасно удалось. Мы справились с этой задачей. Будем ждать нашу модель, чтобы показать вам весь блеск нашего костюма. Спасибо вам за внимание, спасибо за терпение, спасибо за участие в этой работе. Вот, буду ждать ваших фото или видео, что отшили вы по этому крою.